Всех приветствую, с вами Ипатулин. И это обзор на героя Хейн. Рассмотрим его в качестве СР персонажа без ветки СП класса. Хейн является лучшим другом Элвина, и какой путь бы ни избрал он, Хейн всегда последует за ним. И поэтому фракции, к которым он относится, ровно такие же. Легион Славы, носителем которого является Элвин, Ледин и Гренье, а также Бернхард, Леон, Ланс и Розенцель с бафом Империи. Он также может получить баф Альянс Принцесса от Луны и Шелфаниэль, но об этом чуть позже. Сейчас рассмотрим талант, и звучит он так. После совершения действия интеллект увеличится от 2 до 6% в зависимости от звезд на 4 хода и может накладываться до 4 раз. Если рассматривать СР магов, то у Хейна один из самых высоких показателей интеллекта. В совокупности это нам дает очень хорошего магического дамагера, пусть и СР редкости. Перейдем к классам. Он имеет две основные ветки. Центральная ветка Архимаг, Колдун, а также ветка Святого, Праведник и Мученик. Если прокачать обе ветки на максимум, то получите 527 единиц базового интеллекта. Ветку епископа качать не стоит, в нем только небольшое увеличение базовых статов ХП и магической защиты. Ну и давайте теперь рассмотрим скиллы, которые находятся в центральной ветке. Навыки Огненный шар и Удар молнии практически одинаковы. Наносит одной цели 1,5х урона, и Огонь наносит дополнительный урон пехоте, а Молния дополнительный урон кавалерии. Следующий навык Телепорт. Телепортирует одного дружеского юнита на любую клетку в пределах дальности. Этим навыком нельзя переместить NPC. Очень полезный навык, чтобы быстрее добраться до врага, либо же от него наоборот убежать. Ну или же просто добраться до какого-нибудь скрытого сундука. Следующий навык Грозовой шквал. Атакует нескольких врагов в пределах дальности, нанося 0,3х АОЕ урона. Наносит дополнительный урон кавалерии, снижает защиту на 20% на 2 хода. Диапазон 3, КД 3. Метеорит. Весьма сильная АОЕшка. Атакует нескольких врагов в пределах дальности, нанося 0,36 АОЕ урона и наносит дополнительный урон пехоте. Также, когда враг совершает действие на своем следующем ходу, он получит фиксированный урон, равный 20% от максимального здоровья. Диапазон 4 и КД аж целых 5 раундов. Ну и давайте вкратце пробежим по остальным его скиллам, которые находятся в другой ветке. Навык Очищение. Наносит врагу 1,5 урона с дополнительным бонусом против демонов. И снимает с цели 2 бафа. Навык Отпор. Увеличивает магическую защиту на 30% и дает иммунитет к оглушению, к снижению мобильности и к запрету получения бафов. Длится 2 хода и КД 1 раунд. И последний навык Забвение. Атакует нескольких врагов в пределах дальности, нанося 0,3 урона. И деактивирует все пассивные навыки врага на 2 хода. КД составляет 3, диапазон тоже 3. Ну и давайте теперь перейдем к его 3-очковому скиллу. Высший Магистр. Атакует нескольких вражеских юнитов в радиусе действия, нанося 0,2 АОЕ урона. Также накладывает на все клетки эффект Рунные руины на 2 хода. Когда вражеские юниты попадают в это место, их мобильность снижается на 2 после совершения действия, длится 1 ход. Чем больше уровней таланта получает Хейн, тем больше дальность его навыков и тем больше у них диапазон. Максимум 4 дальности и диапазона. Так как наш третий скилл связан с его талантом, для еще большей эффективности нам поможет его личная шмотка. С ней Хейн сможет получать максимум 5 стаков своего таланта. И, как я уже говорил в начале видео, сможет получать баф Альянс Принцесс от Луны и Шелфаниэль. И подводя итог по навыкам, нам нужно определиться с набором скиллов, которые мы будем использовать в дальнейшем.
И, конечно, все будет зависеть от области его применения, где вы хотите его использовать. Самая стандартная сборка, которую вы будете использовать в PvE-контенте, наверное, будет телепорт, третий скилл и либо молния, либо огненный шар. Ну и второй вариант, если ваш Хейн будет АОЕшером. Будем выбирать из АОЕшек грозовой шквал, метеорит или трехочковый скилл. Итак, его личную шмотку мы уже рассмотрели. Давайте теперь определимся с остальным снаряжением. На ранних этапах игры посох, увеличивающий интеллект в процентах, либо галактический посох, который увеличивает наш АОЕ урон. Броню и шапку на увеличение очков здоровья, либо капюшон на снижение магической защиты. В слот аксессуаров нам подойдет кольцо медитации, дающее нам интеллект в процентах. По таким же параметрам подбираем и СССР снаряжение. Красная луна, синяя луна, либо посох на АОЕ урон. Слот брони Теньо, дающий нам хпшки, а также снять с атакующего врага 1 баф и наложить 1 дебаф. Шапку лучше использовать его личную. Если ее нет, то подойдет шапка Теньо. Либо же так называемая шапка Молчанка, которая отключает активные навыки врага на 1 ход. И в последний слот ставим любой аксессуар, повышающий наш интеллект. Определившись со снаряжением, нам нужно его зачаровать. Свитки магии повысят наш урон со скилла, а также АОЕ урон. Либо чарим в часы, чтобы снизить КД нашего навыка. Основными параметрами в зачарованиях будет интеллект и очки здоровья. Но и также не помешает немного магической защиты и физической защиты. И давайте перейдем к его войскам. Фаланги, дворфы, снайперы, эльфы, катапульты, епископы и жрицы. Настолько богатый выбор и настолько же он бесполезный. На деле же мы будем использовать только одни войска. Это колдуны. Да, возможно, нам кто-то пригодится из того списка, но в большей части мы будем пользоваться только этими войсками. В камнях-снаряжениях делаем упор на интеллект и очки здоровья. Для УС Хейну нужны будут такие герои, как Элвин и Шерри. Если рассматривать высокоуровневый контент, я с ним прошел Сциллу, включая 70-ю. К сожалению, возможность получать баф от Альянса Принцесс не дает никаких бонусов на Ливиаре. Также я его использовал для прохождения Валькирии 70-й. В Древнем Зове я его уже не использовал, так как были и другие альтернативы. Такой вот получился у меня небольшой гайд. Если тебе понравился данный ролик, ставь палец вверх, подписывайся на канал. С вами был Патулин и удачи в гачи! やあ、おいらはヘイン。新人魔法使いだけど、役に立てれば嬉しいね。よろしく。